Казахстан с Россией связывает не только советское прошлое. Также это наш ближайший экономический партнер и крупнейший сосед. Между странами проходит самая длинная сухопутная граница в мире – более 7500 километров. Как мы знаем, в феврале 2022 года Российская Федерация начала военные действия против Украины. Казахстан в это время переживал сложный момент в своей современной истории. Страна только начинала восстанавливаться после экономических и социальных последствий пандемии, а затем и трагических январских событий. Мировое сообщество отреагировало на действия России в первую очередь введением экономических санкций. И этот процесс продолжается до сих пор. Одно из последних ограничений на июнь 2024 года – это санкции, введенные против Мосбиржи, что косвенно могло повлиять и на курс тенге к доллару. В сегодняшнем видео мы разберем влияние антироссийских санкций на экономику Казахстана. Ведь они несут для нас не только риски и угрозы, но и дают новые возможности роста. Начнем с отрицательного влияния. В первую очередь это стремительный рост инфляции. Одна из серьезнейших угроз для Казахстана, как для импортозависимой страны. Доля импорта из России по некоторым жизненно важным позициям превышает 80%. В связи с этим ощущается инфляционное давление, снижение покупательной способности и уровня жизни казахстанцев. Так, при среднегодовом уровне инфляции в диапазоне 4-6%, фактический рост цен в июле 2022 составил от 15 до 19%. Цены подскочили из-за неожиданного ограничения экспорта из России ряда продовольственных товаров. Был ограничен экспорт сельскохозяйственной техники, транспортных средств, некоторых видов промышленной продукции, лабораторного оборудования и отдельных видов товаров медицинского назначения и так далее. Второй минус – это зависимость от рубля. Все торговые операции Россия стала вести в рублях, что не всегда выгодно. Учитывая объемы товарооборота между нашими странами, а это 24,2 миллиарда долларов на 2022 год, удешевление или удорожание российской валюты является дополнительным риском. Кроме того, введение торговли в рублях влечет за собой риски вторичных санкций против Казахстана. В-третьих, к отрицательному влиянию мы можем отнести переключение российских производителей на казахстанский рынок. Потеряв доступ почти ко всем внешним рынкам, российские товаропроизводители стремятся сохранить и укрепить свои ниши в соседних странах. Казахстанские производители просто не готовы выдержать такую конкуренцию за местного покупателя в условиях демпинга. Четвертое. Блокировка транзита казахстанских энергоресурсов через территорию Российской Федерации. Ахиллесова пята Казахстана. Казахстан экспортирует более 90% своей нефти по транспортно-транзитной инфраструктуре России. Только через КТК проходит порядка 80% казахстанской нефти на внешние рынки. К примеру, 70% нефти Казахстан экспортирует в страны ЕС, что составляет около 6% общего импорта Европейского Союза. С начала войны его деятельность под разными предлогами несколько раз останавливалась, что негативно отражалось на положении страны. Нефть занимает более 50% в структуре экспорта Казахстана. Нефтяные доходы обеспечивают порядка трети бюджета республики. Антироссийские санкции действительно коснулись Казахстана. Появились новые проблемы, а старые обострились. Но все не так однозначно. Также мы увидели новые возможности и точки роста для экономики страны. Первый несомненный плюс – это миграция технологических компаний и специалистов из России, Украины и Беларуси в Казахстан. Полностью или частично переехало несколько международных технологических гигантов с общей капитализацией свыше 27 миллиардов долларов. Среди них Тинькофф Банк, который открыл в Астане и Алматы свои центры разработки, международный сервис перевозок InDriver, разработчик игр PlayRix с рыночной капитализацией свыше 17 миллиардов. Кроме того, Казахстан выбрали в качестве основной или одной из главных локаций TypeType, Level Travel, RedMed Robot. Таким образом, у нашей страны при грамотном подходе есть все шансы стать центром IT-технологий в регионе. Второе – это рынок ЕАЭС. Благодаря санкциям Казахстан может стать новой главной точкой входа международных компаний на объединенный рынок ЕАЭС и стран Центральной Азии. Ранее эта роль принадлежала России и отчасти Беларуси. Однако после санкционной изоляции Казахстан остается единственной крупной страной в рамках ЕАЭС, имеющей выгодный потенциал для международного сотрудничества. Так, французский концерн Alstom заявил о планах вложить более 50 миллионов евро в казахстанскую экономику. Третье. Усиление конкурентных преимуществ и новые точки роста. Россия вытесняет с европейских рынков, где она традиционно доминировала. Казахстан, будучи одним из крупнейших производителей и экспортеров сырья на мировые рынки, может занять освободившиеся экономические ниши в Европе. В целом, за январь-февраль 2023 года Казахстан увеличил экспорт пшеницы в ЕС в 13 раз, газа в 4,3 раза, а нефтепродуктов на 40%. Четвертое. Рост экономики.
2022 год получился удачным для финансового сектора. Большинство банков показали прибыль, а Форте-банк и вовсе объявил о рекордном для себя результате в 98 миллиардов тенге. Часть транзита товаров из Китая в Европу, которые раньше шли через Россию, теперь стала идти через Казахстан. Таким образом, экономика Казахстана в 2022 году активно росла. Бизнес нуждался в кредитовании, и Форте-банк сумел с этим воспользоваться. Например, работавшие на казахстанском рынке Сбербанк и Альфа-банк были оперативно проданы холдингу Байтерек и банку Центркредит соответственно, в то время как ВТБ продолжил работать в прежнем виде и попытался извлечь из ситуации выгоду, став проводником торговых сделок между двумя странами. По данным Нацбанка, в 2022 году из России в Казахстан было переведено 357 миллиардов тенге, что стало рекордом как минимум за последние 8 лет. Резко выросли и объемы безналичных операций на внутреннем рынке. По итогам 2022 года они составили 102 триллиона тенге. Это 42% увеличение по отношению к прошлому году. В 2022 году российская экономика просела на 2,1%. Казахстанская, напротив, выросла на 3,2%. Западные чиновники регулярно напоминают казахстанским коллегам о рисках вторичных санкций. Риски столкнуться с ограничениями действительно существуют. Однако речь идет не об iPhone и о стиральных машинах, которые активно поставляются в Россию в рамках параллельного импорта, а именно о товарах двойного назначения. К ним, в частности, относятся компьютерные чипы и элементы для интегрированных электронных систем. Подводя итоги, можно сказать, что санкции против России оказались для Казахстана палкой о двух концах. С одной стороны, общее членство в ЕАЭС, самая протяженная сухопутная граница в мире, совместная инфраструктура, оставшаяся со времен СССР, и экономическая взаимодополняемость вызывают практически моментальное распространение всех негативных проявлений и на Казахстан. С другой стороны, это новые возможности. Вслед за введением санкций наблюдался некоторый приток российских и международных компаний в республику, а в банковском секторе произошла значительная перестановка сил. События в Украине также дали новый импульс для изменения торговых и нефтяных маршрутов Казахстаном в целях снижения зависимости от России. Хотя санкционная политика Запада против России продолжается, актуальными эти изменения были скорее на период 2022-2023 года. На сегодняшний день влияние всех этих факторов на экономику Казахстана практически иссякло, поскольку все постепенно возвращается к довоенным уровням. Как дальше будет развиваться ситуация, мы еще увидим. А пока пишите в комментариях, что вы думаете о сегодняшней теме, и подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих видео.